Привет, друзья! Замечательная задача. Из трех двоек при помощи математических знаков нужно получить число 7. То есть нужно расставить, к примеру, в левой части знаки математических операций, которые позволяют получить семерку. Математическую операцию понимаем широко, вплоть до функции, что это любое преобразование одного или нескольких чисел, которое может дать нам какое-то другое число. Это понятно. Ну, я буду растолковывать и разъяснять, потому что взрослые бывают хуже детей, и они все время пытаются уточнить условия. А вы этого не сказали мне, а вы этого не объяснили мне. Вот дети быстро схватывают. Значит, арифметические операции все знают. Скобки сюда обязательно. Это операция выяснения порядка действий. Что еще есть? Знак модуля, верно? Что еще? Возведение в степень. Никакие другие числа, цифры брать нельзя. Запомните. То есть 2 в третьей запрещено, тройка появилась, а 2 в 22 запросто. При этом можно склеивать эти числа 1, 2, 3 цифры и писать 222. Я вам разрешаю. Но я постараюсь решить, не меняя положение этих двоек. Какие еще бывают операции? Бывает операция извлечения арифметического квадратного корня. Никаких двоек там нет. Исторически не было. Поэтому не надо здесь ничего придумывать. Что еще есть? Еще есть, к примеру, n факториал. Правильно? Это факториал. Произведение натуральных чисел от единицы до числа n. Вот такая. Обычно в 5 классе вводят, а в 10-11 она уже становится обязательной. Можно использовать, что хотите для старшей школы. Любые функции. Косинус, арктангенс, логарифмировать. Операция нахождения логарифма. Чем не операция? Вот я покажу 3 способа решения, а вы можете придумать какой-то свой. Ну что ж, поехали. Итак, 3 способа. Третий способ великого физика Поля Дирака я записал сразу. Это будет такой спойлер, чтобы граждане не писали, что да, я знаю, что можно любое натуральное при помощи 3 двоек, и логарифмов и корней получить. Итак, первый мой способ. Первый способ, вообще говоря, мне пришлось использовать и факториал, факториал. Я напомню, что вот, допустим, 3 факториала – это 1 умножить на 2 умножить на 3 равно 6. И еще использовать корень арифметически квадратный, и еще понятие целая часть числа. Целая часть числа. В математике, оказывается, для этого существуют специальные знаки. Это 2 квадратных скобки. Раньше квадратные фигурные скобки использовали для вложенных скобок, теперь используют только круглые. Квадратные скобки в математике, в алгебре – это обозначение целой части числа. Вот целая часть числа 5,2 равна чему? 5. Попутно скажу, как дробная часть. Дробная – это фигурные. Вот дробная часть от 5,2 равна 0,2. Все нормально, нормально. Обычно это кружок 5-6 класс и 10-11 класс – это профиль, это уже обязательные темы, там целая дробная часть числа, их функции, их свойства, там все это рассматривается. Посмотрите, как я решаю эту задачу получения семерки при помощи наших понятий. Беру, извлекаю корень из 2. Сколько это примерно? 1,4, да? 1,4. Прибавляю двойку, это 3,4. И беру целую часть от 3,4. Чему равна целая часть от 3,4? Верно, тройка. Беру факториал от тройки. Мы его нашли. Это 6. Это уже 6. Что остается прибавить? Единичку, а где ее взять? Это корень из 2, 1,4, и целая часть от 1,4. Это плюс единица. Как вам? Давайте посчитаем знаки, которые мне пришлось написать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 знаков. А можно ли поменьше? Можно. Для этого придется использовать еще одно понятие. Помимо понятия факториал, есть понятие субфакториал. Я напишу его. Субфакториал. Факториал.
Ну да, только крутые олимпиадники его используют и знают, но оно используется в олимпиадной математике запросто с 5-го, ребята, класса. Сейчас все объясню. Субфакториал – это восклицательный знак, ставится спереди числа. Спереди. И вот сейчас объясню кое-что, будет интересно, поверьте. Как можно практически объяснить детям? Вот есть гардероб, где стоит гардеробщик казаков, вот, который выдает принадлежности посетителям. И пришли 3 посетителя: А, Б и С. Алеша, Вова и Света. И вот в каком порядке они могут расположиться в гардероб, в очередь? То есть факториал – это порядок. Порядок. Вот они могут расположиться в порядке А, Б, С. Могут расположиться А, С, Б, Б, А, С, Б, С, А, С, А, Б и С, Б, А. Верно? С, Б, А. То есть получается 6 вариантов. 6. То есть 3 факториал – это и есть этот самый количество порядков. Вот смотрите, напишу так: 3 умножить на 2 умножить на 1. То есть первого в очереди можно выбрать 3 способами, а затем из оставшихся второго можно выбрать 2 способами, но последнего единственным способом. Вот и получается 3 на 2 на 1. Все логически верно. А теперь, что такое субфакториал? Убираю это, гардероб оставляю. Субфакториал. Субфакториал обычно показывают на шапках. Пришли А, Б, С посетители и сдали свои шапки. Шапка А, шапка Б и шапка С. И гардеробщик рассеянный, как я, и им выдает шапки неправильно. То есть каждый должен уйти не в своей шапке. Полный беспорядок. И вот сколько таких беспорядков может произойти. Итак, А могут выдать шапку Б либо С. Пусть выдали Б. Так? Так. Ну, Б не могут выдать шапку Б. Надо же беспорядок. Верно? Значит, Б могут выдать шапку какую? А либо С. Если выдадут А, тогда С придется шапка С. Это плохо. Значит, сюда С должна быть шапка, а сюда А. Вот получился беспорядок. Все ушли не в своих шапках. Но А может быть получить шапку А, шапку С, прошу прощения. Тогда Б какую получит? Б он не может получить. Значит, он получит шапку А. Ну, а С шапку Б. Все, других вариантов нет. Получили 2 беспорядка. 2 беспорядка для 3. То есть вот беспорядок от 3, то есть субфакториал от 3 равен 2. Ну, еще запишем так, что беспорядок от единицы, когда один посетитель пришел, так он уйдет только в своей шапке, поэтому 0 беспорядков получается. И субфакториал от 2. Они могут только обменяться шапками, 1 беспорядок возможен. Все. Вот достаточно это знать, чтобы найти любой остальной беспорядок или субфакториал от числа n. Он находится, как правило, рекуррентной формулой. Как? Вот такая формула. n-1 умножить на сумму 2 предыдущих беспорядков. То есть субфакториал от минус единицы и плюс субфакториал от n минус 2. Ну, вот так. Вот так. Ну, давайте посчитаем. Субфакториал от 4. Это n минус единица, то есть это 3 и умножить на 2 предыдущих субфакториала. То есть от тройки и от двойки. Получается 2 плюс 1. Получается субфакториал от 4 это 9. Вы можете практически это перебрать. А дальше уже сложно. Ну, теперь к моей задаче. Итак, что получается? Второе решение. Посмотрите, какое классное решение. Я складываю двойку и двойку, беру в скобки. Сколько получается? 4. Субфакториал от 4. Нашли. Это 9. Правильно? 9 минус 2. 7. Круто? Да. 1, 2, 3, 4, 5. 5 знаков. 5 знаков. Ну, попробуйте кто-нибудь меньше сделать. И, наконец, решение Поля Дирака. Формула Поля Дирака. Он тоже интересовался очень сильно математикой. Знаменитый английский физик Поль Дирак. Из Швейцарии семья переехала. Отец, швейцарец, разговаривал на французском, а Поль Дирак сам, будучи школьником, на английском. Они все время там дрались, конфликтовали из-за этого языка. Но потом он стал крутым очень физиком, квантовая механика, плюс уточнил теорию относительности, спина понятие ввел, антиматерии ввел,
отрицательной энергии, вообще получил Нобелевскую премию, но был очень скромный и стеснительный, молчаливый молодой человек. Он не хотел даже получать из-за скромности Нобелевскую премию. Друг уговорил и сказал: это же будет шумиха, реклама вокруг тебя. И тогда он согласился. Физики даже ввели такое понятие, единицу измерения. 1 дирак – это мера застенчивости. Вот. Это одно слово в час. Одно слово в 1 час. В 1 час. Одно слово в час – это 1 дирак. Ну что ж, давайте попробуем решить вот этот примерчик, действительно это равно 7 или нет. Я буду продолжать вот сюда, наверное, возьму желтый, как более яркий, и скажу. Получается минус логарифм по основанию 2, от логарифма по основанию 2, и здесь получается 7 вложенных корней. Ну, показатель двойка напишу: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это можно записать как 2 в 7, правильно? По свойству корня можем записать, что это 2 в 7, это вот корень такой степени из двойки в первой. Ну, а дальше есть у нас там в 10 классе а в степени m, корень иной степени, степень с дробным или рациональным показателем. Вот такая простая формулка, вот как степень с дробным. Единица делить на 2 в 7, поэтому получается минус логарифм по основанию 2 от логарифма 2. Единица на 2 в 7 я запишу как 2 и в степени 2 в минус 7. Пойдет? Давайте все-таки запишем единица на 2 в 7. Школьники есть, могут не успеть за нами. Логарифм по основанию 2, и здесь двойка в степени 2 в минус 7, 6 класс, степень с отрицательным, правильно? Равно, минус. Здесь что? Показатель степени по свойству логарифма можно вынести перед знаком логарифма. Минус логарифм по основанию 2, и здесь будет 2 в минус 7. И логарифм от 2 по 2 – это же единица, правильно? И снова минус семерка выносится перед знаком логарифма. Получается минус от минус 7. Ну и логарифм от 2 по 2 – это единица. Получается 7. Ура! Представляете? Ну если вы возьмете n корней, то вы можете представить любое число n натуральное в виде 3 двоек. Корней и логарифмов. Это гениально, конечно. ДЗ, а обязательное ДЗ. Каким цветом нарисуем? Оранжевым и жирным, да? Домашнее задание. Домашнее. Попробуйте. Первое для особо одаренных. ОО. Из 3 двоек получить 13. Используя все, что мы сказали. Ну, кроме, конечно, формулы Дирак, потому что тут понятно, любое число мы получим. И второе, для очень особо одаренных, ООО, из 4 двоек можете использовать Дирака. Надо получить 2026. Вот так, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков, пока.